Итак, всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию мастер-класс по вязанию вот такого замечательного джемпера крючком. Этот джемпер связан по вдохновению из интернета. На него в интернете есть бесплатное описание. Я вязала его, скажем так, в компании своих вязальных подруг. Но каждая из нас вязала этот джемпер по-разному. Я, в свою очередь, решила снять для вас мастер-класс. Так, хочу сразу вам сказать вот какой момент. Прошло достаточно много времени после того, как я его закончила. Уже получается больше, чем месяц прошел, да, чуть больше. Заканчивала я, по-моему, его в последних числах марта месяца. Сегодня у нас уже 6 мая. И вот только сейчас у меня звезды сошлись, чтобы я могла отснять вступительную часть по вот этому джемперу. На сегодняшний день этот джемпер у меня активно носится. Прошел уже, наверное, 5 машинных стирок. Один раз не очень удачно. Есть потери, скажем так. И это больше будет относиться к информации по пряже. Об этом я чуть позже расскажу. Значит, джемпер связан крючком в технике реглан снизу, с ростком, с подрезами, с расчетами убавок. Тело джемпера и рукава я вязала крючком номер 3,5. Резинку я вязала также крючком номер 3,5. Вот эту резинку по низу и на манжетах. По горловине использовала два номера крючка, номер 3 и номер 2,5, для того, чтобы горловинка не стояла, скажем так, дыбом, да. И дальше, значит, рукава связана ажурная часть таким же номером крючка. Здесь выполнены прибавки на рукавах, для того, чтобы рукава к низу были заужены слегка. И потом выполнены расчеты по тому, как правильно убавить петли в реглане, точнее столбики. Далее вывязан росток укороченными рядами. В этот раз я вывязывала росток крючком, обрывая нить, потому что, проанализировав, да, все это, весь процесс, пришла к выводу, что это, ну, в этом случае лучший способ, да, чем если бы было безотрывное вязание поворотных рядов. В принципе, скажем так, по работе джемпер совсем не сложный, справится даже новичок. Вам необходимо уметь вязать столбики с накидом, воздушную петлю, ну и столбики без накида и полустолбик, да, но это все я все равно буду в нужных местах показывать. Больше ничего. Далее только следует внимательно смотреть мастер-класс, потому что были там моменты, когда что-то не поддавалось, скажем так, научному объяснению, приходилось объяснять, как подстраиваться под конкретную ситуацию. То есть я помогу вам посадить, я надеюсь, помогу вам посадить джемпер на вашу фигуру из вашей пряжи. Значит, мой джемпер связан из пряжи Alize Baby Best. Это пряжа, которая в составе имеет 90% акрила, 10% бамбука. У меня на канале есть обзор на эту пряжу. Посмотрите, пряжа мне это очень нравится. Единственное, что, конечно, вот на сегодняшний день погода совсем скоро станет очень теплой, и в этом джемпере мне будет жарковато. Была у меня уже мысль, проскакивала однажды, что было бы неплохо повторить эту модель в хлопковом варианте, ну или в каком-нибудь там летнем, да, составе. Но, честно говоря, жалко времени повторять одно и то же, достаточно много различных схем, моделей, можно придумать что-то новое. Джемпером я очень довольна. Ушло у меня на него 700 грамм и чуть-чуть. То есть у меня получается, по-моему, горловинка связана уже от 8-го моточка, около 710 грамм. Но и размер у джемпера большой. Связан он на обхват груди 120 сантиметров, по-моему. Посмотрите потом по расчетам, уже трудно мне восстановить информацию. То есть это где-то 56-й, если не ошибаюсь, размер одежды. Джемпер этот имеет свободу облегания, то есть он не облипает, не обтягивает
тело, да, неправильно сказала, не обтягивает тело, и, ну, так, в принципе, по идее, должно быть. Не должен он сидеть в облипочку. Рукава у меня полноценные, смотрится как фонарики. Ну, в общем-то, наверное, все, что можно было рассказать конкретно по техническим вопросам, если кому интересен номер 189, такой красивый голубой. И теперь немножко по тому, как носилась пряжа, пока я успела его поносить. Вот здесь уже пятно какое-то я вижу, не отстиралось. Джемпер у меня только после стирки. Стираю я его в стиральной машине, но стираю на ручном режиме. Ставлю минимальное количество оборотов. У меня минимум 400, если бы было 200 каких-нибудь, ставила бы еще и 200. Минимум у меня 400, если поставить большее количество оборотов, образуются катышки. Так было уже с одним изделием, которое из этой пряжи я постирала на больших оборотах при высокой температуре. Пряжа потеряла свой внешний вид, и поэтому я настоятельно советую вам, если вы будете использовать такую же пряжу, как и я, да, обязательно придерживаться рекомендаций производителя по уходу за пряжей. Там вообще не рекомендуют машинную стирку, ручками стирать можно, если есть возможность, время, так и делайте. Если же нет, то ручная стирка. Никакой горячей воды, 20 градусов я ставлю, ну 30 от силы, да, то есть никаких ни 40, ни 50, ни в коем случае не выше. И минимальное количество оборотов. И тогда не будет проблем. Значит, у меня образовались небольшое количество, я не знаю, увидите вы их или нет, но они есть. Небольшое количество, совсем незначительное катышек, они легко удаляются. Это наши любимые, скажем так, трудные места, где рукав трется об бок. И у меня еще вот эта часть, мне казалось, ну вот сейчас я не вижу. Может быть, после стирки что-то допотваливалось. На этой стороне я чаще всего ношу ребенка на руках, да, если мы где-то на улице идем, мне надо с ним пройтись, то на левую руку я его на левой руке ношу, и соответственно, наши одежки трутся иногда, и вот тогда могли бы быть катышки, но я вот реально их сейчас не вижу. Так, ну и, в общем-то, в принципе, все. Здесь вот тоже чуть-чуть совсем на животе, да. Но, опять же, где-то с ребенком терлась, где-то об коляску, где-то в машине. Вот. Если бы честно вязала второй раз, ничего бы не изменила. Все мне здесь очень даже подходит. Ну, если будете вязать на размер поменьше, то, естественно, и пряжа вам понадобится поменьше. Джемпер, мне кажется, всесезонный, да, то есть его можно вязать как на летние прохладные вечера, так на весну, на осень, на зиму вполне, почему бы и нет, ходить на работу, да, не всегда есть необходимость, чтобы было прям жарко в руки, хотя я не могу сказать, что через эти отверстия прям как-то сильно что-то холодит, я бы не сказала. Вот, далее, значит, будет мастер-класс, я постаралась его сделать максимально подробным, насколько это у меня получилось. Где-то, как я уже сказала, есть моменты, которые пришлось объяснять методом научного тыка, как я это обычно привыкла называть, но я надеюсь, что это вас не смутит. Просто внимательно слушайте, ничего не бойтесь, и тогда у вас все обязательно получится. И я вас попрошу по окончанию работы, я знаю, что многие ждут этот мастер-класс, обязательно делитесь со мной своими готовыми работами, мне это очень часто приятно, ну, в смысле всегда приятно, просто не так часто меня отмечают или не вяжут, не знаю. В Инстаграме есть хэштег решеточка по нижнее подчеркивание, МК нижнее подчеркивание, Алина вяжет. То есть по МК Алина вяжет, по мастер-классам Алина вяжет. Или, ну, как-нибудь можете меня просто на фотографии отметить, хочется мне посмотреть и на ваши работы. Так, ну, у меня на этом все, да. Что хотела вам сегодня рассказать. Далее будет обучающая часть, обучающая. Надеюсь, что у вас все получится. Итак, значит, сейчас мы будем с вами начинать, снова, честно скажу, начинать делать расчеты для нашего джемпера, потому что так уж случилось, что я
случайно потеряла. Я, может быть, конечно, еще и найду его, но я в данный момент пока не могу найти тот кусочек мастер-класса, который я отсняла ранее, да, перед тем, как начинать процесс, потому что вы знаете, что обычно я в мастер-классах начинаю вязать вместе с вами. Вот, а здесь сложились такие обстоятельства, что мне, ну, просто я не могу найти, куда я его сбросила. Вроде я сейчас стараюсь как-то все, скажем так, сразу сортировать, чтобы ничего не потерять. Но в этот раз, видимо, я куда-то спешила, поэтому не нашла сейчас вот информацию, которую снимала чуть раньше. Поэтому давайте мы с вами еще раз пройдемся по, скажем так, начальной стадии теоретической по нашему мастер-классу по джемперу крючком. Я думаю, что вы чуть ранее уже увидели, что мы будем с вами вместе вязать. Вы, как понимаете, у меня тут уже достаточно приличная работа проделана. Поэтому давайте поговорим, значит, о том, о чем мы говорим обычно в начале наших мастер-классов. Значит, первое, что мне нужно сделать, мне нужно связать образец. Значит, вяжу я крючком 3,5. Пряжа у меня Alize Baby Best. Так, Alize Baby Best Classic. Вот у меня беленький образец. Был еще зелененький, но я его распустила. Значит, вы должны, во-первых, ну, выбрать пряжу. У меня эта пряжа 100 грамм 240 метров. Но это, поскольку стопроцентный акрил, да, то и метраж у нее, ну, скажем так, не вся пряжа в этом метраже выглядит одинаково. То есть Alize Lana Gold Classic, моя любимая, сюда не подойдет, слишком толсто будет. Я старалась ориентироваться, выбирать пряжу, да, при выборе пряжи ориентироваться на оригинал, то есть на саму модель, которая есть в интернете с бесплатным описанием, потому что мне хотелось получить максимально близко к вот этой картинке, которая в описании фотографии самой работы, да. И вот я почему-то решила, что из Baby Best будет классно смотреться, и оно действительно вот на сегодня уже могу сказать, что действительно так и есть. Значит, я бы предположила, что, то есть получается, грубо говоря, я в этом случае подбирала не пряжу, а к ней инструмент, а я сначала как будто бы выбрала инструмент, и потом уже под него подбирала пряжу, которая хорошо бы ложилась в полотно. Значит, ваше полотно, когда вы будете выбирать ту самую пряжу, если вдруг захотите из чего-то другого вязать, ваше полотно, отвязанное крючком 3,5, если вы вдруг решите таким же номером вязать, оно должно быть достаточно мягким. То есть это не должно быть забитое плотное полотно, которое там стоит колом, да. Ну вот смотрите, говорят, как проверить. Взять вот так образец, и если стоит, значит плотновато связано. Если через какой-то момент падает, то значит плотность хорошая. Ну, может, это, конечно, и бред. Я никогда на это не ориентировалась. Мое полотно пластичное, оно вроде как и не невесомая, да, но в то же время вот, ну, никакого труда не составляет этому полотну собираться в такие вот складочки, да. Значит, и вы, когда будете пряжу выбирать, вы будете ориентироваться на то, что в образце у вас должно такое вот эластичное полотно получиться. Я бы сказала, что если вязать из полушерсти, то подошла бы пряжа Gazala Baby Wool XL. Alize Merino Royal, но, как мне кажется, эта модель не подходит для вязания из шерсти, полушерсти, потому что все-таки здесь присутствуют элементы ажура, и, ну, наверное, все-таки будет неуместно. Вот, а если говорить о каких-то хлопковых, полухлопковых составах и акрилах, давайте-ка я вам просто, пока буду снимать, монтировать, да, попробую ниже в инфобоксе, попробую подобрать несколько пряж, которые могли бы подойти для вязания вот этого конкретно джемпера. Хотя вы можете, в принципе, взять любую пряжу и по меркам и расчетам, которые мы вместе с вами сейчас будем делать, выбрать то, что вам нравится. Значит, смотрите, когда я связала свой образец, я, правда, снимала мерки по зеленому образцу, но у меня уже его нет, да. У меня получилась следующая плотность. Значит, я вязала образец на 30 столбиках с накидом. Значит, здесь у нас
техники реглан снизу вверх, с ростком будем вязать. И используемые, скажем так, элементы — это столбики без накида, воздушные петли, столбики с накидом, и больше ничего. То есть все достаточно просто. И прибавки и убавки, да, то есть 2 петли из одной петли основания, 2 столбика из одной петли основания и убавка в виде провязывания 2 столбиков или 3 с общей вершиной. Все это буду показывать, поэтому не переживайте. Значит, мои 30 столбиков с накидом. Образец я вам рекомендую постирать. Свой не стирала, просто потому что у меня на канале есть обзор на эту пряжу. И я уже там тоже вязала образец из этой пряжи, стирала, ничего с ним не произошло. Значит, мои 30 столбиков с накидом заняли в моем случае 16,5 сантиметров. И по высоте получилось 11 рядов. И заняло все это дело 13 сантиметров. Значит, поскольку мы будем вязать изделие крючком, плюс я уже заранее знаю, что расход будет не маленький, тем более на мой размер, да, то когда я снимала мерку высоты изделия, я чуть-чуть подрастянула полотно вниз, потому что тело весом в 300 грамм как-никак со временем хоть немножко вниз да потянется. Поэтому чуть-чуть, буквально вот, знаете, как будто вы поутюжили просто рубашку, да. Совсем немножко. Снимаете плотность и вяжете. Значит, как вязать верхний ажур, я чуть позже вставлю кусочек видео, покажу, как это вяжется, для того, чтобы вы могли связать еще и образец вот этого ажура для рукава. И хочу обратить ваше внимание на то, что вам необходимо будет снять плотность и столбиков, обычного полотна со столбиками, и самого ажура, потому что, как вы можете заметить, место, где у меня связан узор ажурный, оно уже, то есть это стягивает полотно. И у меня здесь где-то эта плотность записана была. Да, вот у меня ниже записано. Значит, вот это у меня, назовем это гладь, потому что в какой-то степени так и есть. А снизу у меня будет плотность для ажура. Значит, 20 столбиков с накидом занимает у меня ровно 10 сантиметров. Это в ширину. Это у меня уже будет ажур. И 4 ряда. Надо, конечно, было бы провязать побольше, но черт с ним. Занимает у меня 4,3 сантиметра. И это у нас ажур. Дальше нам понадобится кое-какие мерки, которые мы будем снимать, естественно, с человека, на которого вы будете вязать. Если это вы, то здорово, у вас скоро появится классный джемпер. Значит, нам понадобятся следующие мерки. Первая мерка — это объем груди, обхват груди или обхват бедер. То есть то, что у вас больше, на то вы будете ориентироваться. У меня верхняя часть больше, поэтому я пишу обхват груди у меня. Буду вязать на 105 сантиметров. И сразу хочу здесь же добавить сантиметры на свободу облегания, потому что это изделие, которое не должно быть по фигуре, однозначно не будет смотреться. Поэтому в этом случае я добавлю 10 сантиметров на свободу облегания. Если вы хотите получить еще больше оверсайз, то вы можете добавить вплоть до 20 сантиметров на свободу облегания. Если хотите, можете взять какой-то джемпер, да, ваш любимый, или толстовку, например, которую вы любите, вам нравится, как она на вас сидит, и просто разложить ее на ровной твердой поверхности и с нее снять мерки. Вот. И тогда вам будет проще. Значит, сообразили. И теперь смотрите, дальше у меня будет обхват шеи. Даже не столько обхват шеи, а сколько обхват, окружность горловины, которую я хочу получить в конце, потому что шея — это шея, но не все же изделия мы вяжем прямо к горлу. Поэтому у меня обхват шеи 57 сантиметров.
Сюда мы свободу облегания не прибавляем, но вы должны знать, что и помнить, что если вдруг у вас вот эта величина меньше обхвата головы, то здесь не должно быть сильно большой разницы. Допустим, у меня лично обхват головы 60 сантиметров, то есть у меня очень умная большая голова. И если бы мой обхват горловины, который я хочу получить, был меньше обхвата головы больше, чем на 10%, то есть если 60 голова, 10% это 6 сантиметров, 60 минус 6 это 54. И если бы вдруг я хотела 53 получить у горловины, то для меня бы это уже был звоночек о том, что мне бы задуматься о том, как мне это сделать. Потому что есть вероятность, что если меньше, да, чем 54 сантиметра, то может не пролезть голова. Так, еще 3 обхвата, 2. Значит, обхват руки в самом широком месте. В моем случае у меня будет 36 сантиметров. На свободу облегания я в этом случае добавлю 4 сантиметра. Не знаю, почему фломастер сводит мою челюсть сейчас с ума. Никогда такого не было. И обхват... Так, здесь у меня, давайте сразу подобьем. 115 должно получиться. Здесь должно получиться 40. Здесь 57 остается. И обхват запястья у меня 17 сантиметров. Ну, тоже +1, +2. Но чуть позже расскажу, как я делала, да. Потому что запястье поуже, чем вот эта часть с пальцами. Ладонь, да, и главное, чтобы пролезла. Ну и теперь давайте поговорим о длинах, поскольку я привыкла не снимать мерку в таких вот техниках, да, общей длины изделия, потому что, ну, неудобно считать, потом какие-то вечно сантиметры лишние вылазят. Значит, я буду... Сейчас нарисую само изделие, покажу, как это все меряется. Значит, я знаю, что на мой размер есть табличка в интернете. Наберите длина регланной линии, да, и выберите свой размер одежды и посмотрите по таблице. Или просто померите по какому-то, опять же, готовому изделию длину регланной линии от горловинки по диагонали до подмышечной впадины. Но учитывайте, что там ведь есть еще подрез, да, то есть это нужно правильно снять. Поэтому, наверное, лучше по таблице. Значит, длина моей регланной линии на мой размер обычно 26 сантиметров. То есть я вяжу именно такую, и у меня нет с ней проблем. 26 сантиметров. Дальше, поскольку это верхняя часть изделия будет рассчитываться конкретно из этой величины, мне нужно еще 2 величины длины, которые до, скажем так, да. Это у меня длина самого изделия до пройм. В моем случае это 42 сантиметра. И длина рукава также до пройм. И хочу ваше внимание обратить на то, как я эту мерку снимаю. Я снимаю ее не по вот этой части, чтобы ничего не напутать, а по внутреннему шву. То есть вот так. И до подмышечной впадины. И в моем случае это 44 сантиметра. То есть рукавчики мои чуть ниже будут, чем конец изделия, да. Ну, так, в принципе, обычно и бывает. И теперь вот еще какой момент. Поскольку это изделие в оригинале связано с удлиненной линией реглана, то нам нужно кое-какие сантиметры, скажем так, переместить. Значит, смотрите, я определила для себя, что я хочу удлинить линию реглана на 6 сантиметров. У меня большой размер одежды, и поэтому мне нужно быть с этим моментом очень даже аккуратной. Если я перестараюсь, в общем, в этом месте, то изделие будет смотреться совершенно нелепо на мне. Я решила для себя, что я 6 сантиметров, да, увеличу линию реглана на 6 сантиметров. Поэтому к длине регланной линии я прибавлю 6 сантиметров. Итого у меня эта величина в итоге получится 32 сантиметра. А от длин, то
то есть от длины изделия до проймы и от длины рукава, я эти 6 сантиметров и там отниму. И получится, что у меня длина регланной линии 32, значит длина изделия до проймы у меня будет 36, получается, да, длина рукава 38 сантиметров. Вот, теперь давайте изобразим по-быстренькому, что у нас должно получиться, что мы будем вязать. Значит, горловинка, которая будет связана с ростком. Сверху у нас будет резиночка, которую мы вывяжем с помощью вогнутых и выпуклых столбиков. Рукав достаточно широкий. Я вообще не художник, сейчас что-нибудь нахимичу, сами знаете, да, как я рисую. И вниз тела джемпера. Как-то уже непропорционально. Особенно это сверху потом заметно. Значит, вот так. Здесь тоже резиночка. На манжетах резиночка. Здесь у нас реглан. Рукав у нас ажурный. Основное полотно столбики с накидом. Ну, как-то так. Дайте гляну, какой смех получился. Да. Ну, ладно. И получается, что за счет того, что мы, допустим, вот здесь у нас была правильная пройма, да, ну, не пропорционально, конечно, и мы удлинили регланную линию на 6 сантиметров, соответственно, мы должны отнять от рукава и от тела, для того, чтобы у нас не получилось костюм Пьеро из мультфильма про Мальвину. Вот. И теперь уже, исходя, скажем так, из того, что у нас есть, мы должны получить какой-то объем работы. Открываем калькулятор и начинаем наши мерки переводить уже в величины. Так, хочу найти же красный фломастер. Как училка прямо буду. Значит, смотрите. Соответственно, мы будем мерить, переводить, скажем так, наши сантиметры по плотности, которая соответствует тому участку, где мы будем это все вязать. Значит, обхват груди у меня 115 сантиметров. Перевожу по глади 30 столбиков, делю на 16,5 сантиметров. Я никогда не делю, ну, очень редко. В исключительных случаях я определяю, сколько у меня петель или столбиков в 1 сантиметре, и потом уже с этой величиной работаю. Потому что зачастую получаются вот такие вот числа, да, когда 1, 81, 81 и до бесконечности. И потом эти миллиметры, особенно если очень резко округлить, могут вылезти, да, в 2-3 сантиметра в изделие, бывает даже и больше, и потом вы удивляетесь, почему у вас рукав такой длинный получился, или короткий, например. Значит, я не ленюсь и каждый раз делаю одну и ту же манипуляцию, слишком много времени это не занимает. Значит, и умножая на 115 сантиметров, это то, что у меня должно получиться. Значит, у меня получается вот здесь 209,09. Ну, соответственно, 209 я не буду оставлять. У меня это будет, давайте я буду вот здесь изображать. В окружности 210 столбиков с накидом. Потом, когда мы будем разделять вязание на реглан, надо будет выделить перед и спинку, тогда уже будем разбираться, куда сколько столбиков мы оставим. Пока вы будете вязать тело снизу по кругу, то у вас это просто будет круговое полотно шириной в 210 столбиков с накидом, но у вас своя величина. Дальше обхват шеи тоже можно перевести сразу. Значит, 30 делю на 16,5, умножаю на 57. 103,63. Соответственно, ну, опять же, да, до четного числа, если я работаю с четными числами, то мне уже потом будет проще работать всегда с ними. Так, обхват руки, величина уже по узору, да, считаем, значит, 20 делю на 10. Вот в этом случае можно выделить, что у вас в 1 сантиметре 2 петли, потому что ровненько, да, 20 на 10 делится легко. И умножаю на 40 сантиметров обхватной руки вместе со свободой облегания.
получаю, что у меня сверху должно быть 80 столбиков. Тут вот столбики. И обхват запястья, значит, 17 умножить, ну, на 2, соответственно, да, 34. Ну, так у меня и получилось, когда я мерила по-другому. Потом покажу, как. Дальше, длина регланной линии. Давайте-ка мы с вами подумаем вот о чем. Будем снимать, переводить длину регланной линии. Вот она у нас, регланная линия. И смотрите, с одной стороны у нас вроде как столбики с накидом, а с другой стороны у нас вроде как ажур, да, вот тут же будет вот этот узор. И поскольку ажур съедает, да, то вроде как будет тянуть плечо, но я думаю, что не будет тянуть. Все-таки мы будем длину регланной линии считать все же по плотности глади, чтобы потом не получилось просто вот здесь как-то непонятно. Значит, и поскольку это уже высота, то есть длина, да, какая-то вверх величина, то, соответственно, мы 11 сантиметров делим, точнее 11 рядов делим на 13 сантиметров и умножаем на длину регланной линии, это 32 сантиметра. 27 рядов мне нужно будет провязать. Вот здесь буду писать сверху рядов. Значит, длина изделия до пройм 11 делим на 13 и умножаем на 36. Получается 30,46. Ну, 30, да. Вот здесь вот эта величина. У нас 30 рядов. И вот это оставилась величина. Но уже по другой плотности. 4 разделить на 4,3. Вы свяжете нормальный образец, полноценный, да, и умножаем на длину рукава до пройм 38 сантиметров. 38, 35,34. Еще один момент забыла уточнить. Как бы было неплохо добавить к длине рукава несколько сантиметров. Манжет будет плотно сидеть вот здесь, да, по запястью, и поскольку рукав будет не по руке, в облипку, он будет такой, как фонарик немножко, да, то нужно добавить несколько сантиметров для того, чтобы вот это место было красиво, а чтобы не так, знаете, чтобы натянуто, так, не знаю что, как носок какой-то. Поэтому вот сюда я добавлю, ну, 4 сантиметра где-то на то, чтобы у меня получился тот самый фонарик. То есть всего у меня будет 42. И получается, что теперь я уже буду 4 делить на 4,3 и умножать на 42. И тогда у меня получится 39 рядов длина моего рукава. Так, вот и все пока, по идее, да. Значит, у нас есть фронт работы. Я дальше уже, конечно, буду вставлять те кусочки, которые у меня, к счастью, остались. Мне не придется перевязывать все, что у меня здесь есть. Дальше я вам показываю, как начать работу. Да. Там я определила для себя, что длина моей резинки по телу будет 4 ряда. Вот они у меня. Достаточно мне этой было длины. Больше, мне кажется, уже будет не очень симпатично, но вы ориентируетесь на свою пряжу. Значит, получается, что из этих 30 рядов на теле у меня 4 резинка и, соответственно, 26 полотно. И на рукаве снова 4 резинка плюс 35 узор. Ну и, соответственно, на регланной линии, если там 27 рядов, да, вот здесь, давайте вот так стрелочку вынесем, то это снова 4 ряда резинка, потому что горловинку мы тоже будем резиночкой оформлять, плюс 23 ряда самого реглана. Ну и, соответственно, реглан, вы понимаете, да, будем вязать на участке переда и спинки столбики с накидом, на рукавах будем продолжать вязать ажур. Вот, ну, в общем-то, вот такой фронт работы. Тело чуть дальше показываю, как вязать, посмотрите. И первое, что мне нужно сделать, во-первых, мне надо было перемотать, конечно, но я уже боюсь время терять. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно набрать цепочку из воздушных петель
Набирать я буду не крючком 3,5, а крючком большего размера, для того, чтобы моя резиночка снизу была эластичная. Все прекрасно знают, что цепочка из воздушных петель, она совершенно не эластичная. Если вы ее вдруг туго наберете, то потом будет неудобно одевать, да? Поэтому или набираете свободнее и это контролируете, или возьмите крючок на полномера меньше. Я взяла 4, и крючком номер 4 я набираю 210 петель. Такая у меня будет длинная цепочка из воздушных петель. Ах да, забыла сказать, чтобы нам не мучиться потом с разворотом цепочки, да, чтобы все это красиво развернуть, оставьте кончик подлиннее, сантиметров 15, да, и только после этого начните набирать цепочку из воздушных петель. И потом мы этим кончиком нити просто соединим наш край. Это даже будет лучше смотреться. Так, значит, я набираю 210 воздушных петель и к вам возвращаюсь. Получилась у меня вот такая огромная цепочка, да, длинная в смысле. И сейчас нам нужно провязать первый ряд столбиков без накида, для того, чтобы наша резиночка снизу не фалдила. Так, фокус на пряже. Значит, чтобы правильно начать, значит, первая вот эта петля не входит в счет, она рабочая. То есть она по факту 211. Петля вот эта перед этой самой рабочей, это петля номер 210. То есть она должна остаться петлей основания. Из нее как будто должен выйти первый столбик без накида. Значит, в обычной практике столбик без накида равен 2 воздушным петлям. Я поменяю номер крючка на тот, которым уже буду вязать. Вот, поэтому я ставлю палец. Вот эта петля 210, а вот эта 209. Закрываю 209 петлю. Остается у меня петля номер 210 и рабочая. И делаю 2 воздушные петли подъема, которая мне заменяет первый столбик без накида. Дальше эти 2 столбика якобы вышли вот из последней петли основания. То есть первый столбик у нас как будто бы есть. Второй столбик мне нужно провязать уже в петельку, которая спряталась мне под пальчиком. Вот в эту. И получается, что уже дальше можно без вопросов смело вязать столбики без накидов. Значит, я провязываю целый ряд столбиков без накида, и мы с вами встречаемся. Итак, я провязала, значит, всю свою цепочку столбиками без накида. И видите, да, я не смыкала ничего, потому что сейчас мне намного проще будет со столбиками с накидом, без накида провязанными, уже сомкнуть вот эту полосочку вязания в круг. То есть я сейчас разворачиваю так, чтобы у меня мое вязаное полотно на всей длине своей нигде не перекрутилось. И вот сейчас просто я начну уже вязать как будто бы по кругу, потом в дальнейшем мы просто вот это место кончиком сошьем. Значит, что я должна сделать? Я сейчас должна сделать 3 петли подъема. 2, 3. И теперь в следующий столбик, который у меня пока расположен на вот здесь, на вот этой цепочечке, я должна начать вязать столбики с одним накидом. Значит, поскольку... Нет, давайте сделаем не так. Давайте мы сначала провяжем во вторую петлю подъема соединительный столбик. Да? Вот так сделаем. Потом мы сошьем, и будет все окей. Так. И теперь вяжем 3 воздушные петли подъема и начинаем вязать резинку 1 на 1 крючком. Это выпуклые и вогнутые столбики. Начинать мы будем с выпуклого столбика. И давайте я вам покажу, как он вяжется. Мы делаем накид на крючок. И вот наш первый столбик без накида. Нам нужно завести крючок справа от цепочки и вывести слева.
Вот таким образом. То есть обогнуть сзади. Выводим рабочую нить и провязываем, как обычный столбик с накидом. Это есть выпуклый столбик, то есть он торчит вперед. Теперь разберем вогнутый столбик. Делаем точно такой же накид. И теперь нам нужно следующий столбик без накида, вот этот, обойти с другой стороны. Мы вводим крючок с изнаночной стороны, справа от столбика, да, вот он столбик, а заводим слева, захватываем, то есть вот он, смотрите, вот так. Вот сам столбик без накида. Выводим рабочую ниточку. Не всегда это, кстати, удобно. И провязываем, как обычный столбик без накида. И вот тот столбик впоследствии уйдет на задний план. Тем самым у нас будет как бы резиночка. Значит, чередуем. Снова накид, да, и снова выпуклый столбик. Выпуклый столбик. Вогнутый столбик. Выпуклый. И вогнутый. Значит, сразу хочу вам сказать, что если впервые в жизни вяжете резинку 1 на 1 таким способом, крючком, то не ждите от первого ряда, что это будет что-то очень красивое. Обычно вся красота появляется, когда вы уже провяжете там 2-3 ряда. В нашем случае это будет всего 4 ряда. Вот, значит, таким образом я продолжаю вязать до конца ряда. Забыла еще уточнить момент, что количество ваших столбиков должно быть обязательно четное, да, чтобы была резинка 1 на 1, то есть чтобы делилось ваше общее количество петель на 2, да, иначе у вас не сомкнется по раппорту резинка в круг. Вот, значит, я провязываю до конца ряда самостоятельно. И получается, что закончить я должна буду выпуклым столбиком. Цепочки, мои вот эти 3 воздушные петли, они мне будут служить вогнутым столбиком на заднем фоне, он не будет сильно бросаться в глаза. И я для себя решила, что на вязание резинки я не буду поворачивать полотно. То есть я буду просто вязать в круг, подниматься на следующий ряд, снова делать 3 петли подъема и снова чередовать. Выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый. Значит, для того, чтобы резинка была красивая и правильная, у вас над выпуклым столбиком должен быть выпуклый столбик, над вогнутым, соответственно, вогнутый. И когда вы будете вязать следующий ряд, вам нужно будет уже столбик с накидом огибать не вот так вот, как удобно, да, то есть он такой большой, высокий, и вот в эти дырки очень удобно, а именно под косичкой. Вот она косичка, здесь ввели, здесь вывели. Это немножко другое место, честно вам скажу. Посмотрите, вон. То есть здесь есть дополнительная ниточка, которая удерживает. И тогда резиночка будет смотреться более аккуратно. Ну, по крайней мере, мне лично так больше нравится. Значит, я провязываю до конца ряда самостоятельно. В конце ряда провязываю в 3-ю петлю подъема соединительный столбик. Снова делаю 3 петли подъема. И снова выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый. И таким образом провязываю всю высоту резинки. В моем случае это 4 ряда. И потом мы с вами встречаемся. Итак, я провязала 4 ряда высоты резинки. Первый ряд у меня, значит, столбики без накида. И дальше 4 ряда столбиков выпуклых и вогнутых. Получилась вот такая имитация резинки. Она, конечно, ну, эластичная, но, мне кажется, не такая, как спицами. И, наверное, ну, носит такой больше декоративный характер, потому что смотрится это классно. Значит, теперь мы должны перейти к вязанию нашего тела до пройм. И вот какой момент я еще вчера с вами не обсудила. Значит, прежде чем приступить к вязанию самого тела, мы должны вот над чем подумать. Значит, если мы будем вязать полную длину, вот 36 сантиметров я померила у себя, да. Если мы будем вязать полную длину высоты тела, то и потом
то потом, соответственно, нам нужно будет и регланную линию сохранить 26 сантиметров, да, 26, здесь 36, ну и, соответственно, длина рукава будет 44 у меня от подмышки, да, до конца. Вот так как-то это будет выглядеть. Но, если вы заметили, в оригинале вообще самой модели там удлиненная линия реглана. То есть заканчивается регланная линия чуть ниже, чем сам район подмышечной впадины. И вы для себя решаете, или вы оставляете так, и тогда у вас будет правильная длина регланной линии, но не то чтобы правильная, стандартная. Или вы тогда тоже для того, чтобы получить такую же вот модель, да, свободную, вы должны удлинить линию реглана, ну, на какое-то количество сантиметров. И не забыть это количество сантиметров отнять от длины рукава, да, и от длины тела. Значит, я буду вязать удлиненную прому все-таки, поэтому от длины тела до подмышек я отнимаю 6 сантиметров. И эти же 6 сантиметров я должна прибавить к регланной линии и отнять от длины рукава по внешней стороне, по внутренней точнее, да, по внутреннему шву, то есть минус 6. Тем самым тело и рукав у нас станут короче, но эта длина восполнится за счет того, что регланная линия будет длиннее. Да, то есть это будет смотреться, ну, как-то вот так приблизительно. И получается, что нам нужно перевести, теперь остается у нас из 36 сантиметров 30 сантиметров. Да, я сейчас вот по новой переведу. Как бы сделаем два варианта. Значит, 30 сантиметров в переводе на столбики количество рядов по нашей плотности, это будет равно, значит, 11 разделить на 13 и умножить на 30. Это 25,38. Ну, пусть будет 26, да, для ровного счета. Значит, 26 рядов. Из них 4 ряда резинки. И, соответственно, 22 ряда. Это у нас будут столбики с накидом. 4 ряда резинки я уже провязала. Мне осталось провязать 22 ряда столбиков с накидом. Здесь все очень просто. Поэтому мы сейчас это быстренько свяжем и приступим к вязанию рукавов. Значит, я закончила вязать резиночку, да, соединительный столбик у меня провязан в третью петлю подъема. Теперь мне нужно перейти на вязание непосредственно самого тела. Тело вяжется столбиками с одним накидом. И первый ряд я буду просто провязывать столбики с одним накидом, как обычно, за обе стеночки воздушной петли, то есть за верхнюю косичку, как обычно. И в каждую петлю основания я провязываю по одному столбику с накидом. Так, и хочу здесь же вам напомнить, что мы должны вязать поворотными рядами. То есть первый ряд мы вяжем, как будто бы он у нас лицевой. Когда мы его закончим, нам нужно будет перейти на вязание в обратную сторону. Да? Я сейчас провяжу этот ряд до конца и подключусь, вернусь к вам, да, подключусь, покажу, что это значит. Итак, я довязала до конца ряда. И сейчас я буду переступать к вязанию следующего ряда, но прежде я должна третью петлю подъема провязать соединительный столбик, сделать 3 воздушные петли подъема снова, развернуть свое вязание и в обратном направлении провязать следующий ряд. То есть он у меня будет второй изнаночный ряд. И снова в каждую петлю основания, значит, не навяжите лишних столбиков. Если сомневаетесь, лучше лишний раз пересчитать для того, чтобы не добавлять, да. Смотрите,
вот вот этими воздушными петлями вот якобы столбик. Вот над этим столбиком вот в эту петлю основания вы провяжете столбик. Над этим, соответственно, вот эту. А над последним будет чуть ближе к воздушным петлям, поэтому не пугайтесь. Так, значит, точно такие же столбики, тоже за обе дужки косички верхние я провязываю. И с другой стороны они, с лицевой стороны, они уже будут смотреть на меня своей изнанкой. То есть у нас как бы поворотное вязание, как при вязании спицами, только там петли, да, лицевые, изнаночные. Здесь у нас ряды вроде как и лицевые там, но вяжем мы в разных направлениях. Значит, я сейчас провяжу этот ряд до конца. Снова провяжу в третью петлю подъема соединительный столбик. И снова сделаю 3 воздушные петлю и разверну вязание. И пойду опять уже в обратную сторону. То есть в каждом ряду, после провязывания каждого ряда, я буду свое полотно разворачивать. То есть менять направление вязания, скажем так. И в общей сложности столбиками без накида, столбиками с накидом простыми я должна провязать 22 ряда. И когда я это сделаю, у меня будет готово мое тело полностью. Мы с вами приступим к рукавам. Нам для этого надо будет связать для начала образец, потому что там есть элементы ажурного узора. Вот, и для того, чтобы нам правильно высчитать плотность, мы с вами будем вязать вместе этот самый образец. Вот, джемпер будет вязаться очень легко, я уверена, поэтому не за горами, я считаю, уже финиш. Так, значит, пряжа расходуется, посмотрите, как быстро. Здесь, я думаю, что уже меньше, чем полмотка, но я думаю, что это за счет резинки. Вот, значит, я провязываю самостоятельно 22 ряда в высоту столбиков с одним накидом, и мы с вами встречаемся.